Я вам хочу прочитать книжку, которая называется «Пес не тот». Я в этом городе чужак. Плачет. Да. И потому мне в путь пора. Не стану ждать я до утра. И он поехал в другую страну, как вы. Вы тоже уехали в другую страну? Да? Каждый день мы смотрим фотографии, листаем новости, читаем телеграм-каналы и, похоже, начинаем привыкать к той страшной реальности, которая обрушилась на нас 24 февраля. Но я мама. У меня 2 маленькие девочки. Им 3 и 6 лет. И, как и любая мама, я не могу перестать думать о других детях. О детях-беженцах, которые неожиданно одним днем или одной ночью должны были покинуть безопасный дом, приехать в новую страну. Как они чувствуют себя сейчас? Ведь такой опыт может сломать всю жизнь. Мы приехали в амстердамский шелтер, чтобы поговорить с несколькими украинскими семьями о том, как они чувствуют себя сегодня. Вы как-то объясняли дочке, что вы ей сказали, когда вы спускались вниз в бомбоубежище? Было тяжело объяснить, но она видела, что это делают все, потому что сами же пребывали в состоянии, никто же до конца не верил, что началась война. Даже вот в это утро, когда началась война, были слышны взрывы, начали объявлять по телевизору, что произошел взрыв в одном городе, в другом, в третьем. Надо находить убежище, надо собирать вещи. Ходили вокруг чемодана и думали, а что в него вообще собирать, в этот чемодан. Где-то на документах и деньгах мысли, в принципе, заканчивались. Что в него, что класть в чемодан во время войны, когда бежать и насколько это все собирать. Первую ночь с чемоданом уходили, на вторую решили, что это только тяжести за собой тягать, уходили. Просто брали еду и воду, уходили. Когда они просились на улицу, что вам говорили? Мы говорили, пока небезопасно на улице, ты видишь, как шумно. Вначале там пару дней только выходили, но детей нет на улице. Мы, когда вышли, мы показали, что детей нету, никого нет на улице. Что делать? На площадке играть нельзя, потому что шумно, и там возле площадки кусок снаряда был как раз. Мы сказали, вот это опасная штука, нельзя трогать. Объясняли детям, что вот это, как бы снаряд. Давай прямо. Мы выходили из Мариуполя. Я нашла лежетку на полу возле дома. Я случайно на ее наступила, а потом бубухнула. Я вот так вот, когда была бомба, я присела возле сумки. Мама меня взяла на руки и возле кустика подсадила. Там была кровь. Кровь была везде. Главное, что вы целые. Вот тут было. На 2 руки были. Вот тут и вот тут. Ну, вот. Это укол. Укол. Вот тут было, вот тут, на ручках было. Вот. И на лице было. И носка. Наташа, а когда вы собирались, и когда уже собирались уезжать, собирали сумки, вы как детям объяснили, вот младшему Денису, как вы объясняли, особенно маленькому ребенку, куда вы едете? Просто сказала, что мы поедем в другую страну. Здесь мы оставаться не будем, потому что как бы тоже немного есть опасность. И он, конечно же, не хотел. Хотел домой. Не плакал, но мужчинка. Меня поразила история, когда рассказывала одна из мам, вынуждена сидеть в бомбоубежище, и наверху постоянно грохотало. Но они очень много провели времени в бомбоубежище. И она говорила маленькому ребенку, там наверху бегают слоны. Они бегают, топочут, и поэтому такой звук. И таким образом несколько дней эта сказка в голове у маленького ребенка жила. Я ничего не рассказывала, никакой как бы сказки. Он у меня такой мужчинка. Да. И он меня успокаивал больше. Ваш младший сын 7-летний? Да. Мама, не переживай, все будет хорошо. Мы будем живы и здоровы. И я же говорю, это он меня успокаивал, не я его. Когда-то я спрашивала у Бога, почему я хочу дочку. А потом, когда вот все это произошло, и я говорю, теперь я понимаю, почему у меня
двое сыновей. Я бы, наверное, не выдержала так. Хотя здесь все наоборот, и тут нашелся пес не тот. Послушай, пес, давай дружить. Я раньше тоже был чужим. Ну что ты, был ему ответ. Прекрасней места в мире нет. Считается, что неправильно придумывать какие-то заменные истории, что с ребенком надо разговаривать по-честному, открыто, но, соответственно, его возрасту, естественно. Отвечать только на вопросы ребенка, не давать ему больше информации, чем нужно, тогда может перегрузиться тоже его психика. Но принимая во внимание возраст ребенка, мы на самом деле говорим, что происходит. Да, что наверху небезопасно, поэтому мы сейчас сидим в бомбоубежище. Это закончится, сейчас что-то происходит, но это закончится, я точно не знаю, когда, но я тебя защищаю, мы здесь вместе, и есть специальные люди, которые защищают нас тоже. А почему? Почему так делать не нужно? Потому что у ребенка сложится фантастическая картина мира, а не реальности. Тогда каждый раз придется придумывать какие-то новые вещи. И эта сказка станет очень-очень большой и расширенной, это раз. И, во-вторых, если рядом есть люди, которые реально преподносят события, в определенный момент придет ребенок с рассказом про слонов и еще что-то про волшебных птиц. Это не самолеты, это большие птицы, просто они железные, да? Его засмеют просто. Да? Он будет оторван от реальности, и это поможет сохранить психику ребенка на какой-то очень короткий промежуток только. Вы вдвоем живете с сыном? Да, да. И вы все сами делаете, вы помогаете ему каждый день вставать, одеваться? Ну, одеваться он сам может, а так, помогаю все равно. Кушать с ложки не получается, пить с чашки не получается через трубку. У нас там общежитие 2 комнаты. И вот это, как начала вот эта война, очень было сложно. Вот рядом не было никаких бомбоубежищ, никаких подвалов. И вот постоянно мэр города по телевизору разговаривал и сказал, если что, спрячься, если нет рядом бомбоубежища, тогда правило 2 стен, чтобы было, немножко так. И мы каждый раз вот зашли в комнату, там тревога, там бомбежки. И вот сразу надо было выходить в коридор. И каждый раз вот переобуваться, одеваться, выходить, заходить. Вот это сложно было очень. А у меня так болела спина каждый раз вот обувать. Не могла наклоняться уже. И пришлось, чтобы большинство мы уже стелило матрас в коридоре, и там он спал, и там он лежал, и не сидеть, не лежать. Вот такое состояние был, не знаю, очень было сложные моменты. Но все равно было страшно, потому что закрыли окна, чтобы было темно. И целый день у нас было темно, представьте. Вечером нельзя было свет включить. Сказали, если включить свет, то могут бомбить. В темноте сидели вот так, не знаю. Расскажи, когда и как вы уезжали? В 6 часов утра, даже раньше, 6 мы уже выехали с Харькова. Мы ехали так, через поля, были обстрелы, и у нас возле машины с одной стороны, с другой разорвались снаряды. Нас накрыло грязью, открывались окна, позалаживало уши. И мы где-то, вот мой отец, он был за рулем, он 3 дня не мог слышать на левое ухо вообще. Дети были с вами в машине? Да, дети были. Мы просто начали закрывать детей, опускать их вниз как-то. И просто все в машине «Отче наш» читали. Просто. Вслух? Да, вслух. Мы просто не знали, доедем мы или нет. Просто была надежда только на Бога. И все, чтобы довести детей. За себя так не переживаешь, ни за кого не переживаешь.
Хорошо, а если ребенок увидел мертвого человека, например? Если мы говорим конкретно про войну, да, что война – это такое событие, где и танки ездят, и самолеты летают, и гибнут люди, и взрослые, и дети. И, к сожалению, то, что сейчас мы видели, это произошло. Примеры из практики, из мирной жизни. Дедушка умер, ребенку сказали, дедушка уехал, нет, дедушка уснул. Он пока спит, он пока спит. А потом дедушка не проснулся, ребенок увидел дедушку в гробу. То есть в определенный момент происходит конфронтация с реальностью. Ребенок перестал спать, потому что он понял, что когда люди засыпают, у него так сработало это в мозгу, люди, когда засыпают, они не просыпаются, а потом они оказываются в гробу. Ребенок не спал сам, по ночам будил родителей тоже. Да? То есть эти подменные истории, они помогают на какое-то время, но реальность все равно потом открывается. Берем, давайте нарисуем, что мы знаем про Нидерланды. Может быть, нарисуем реку или канал. Берите фломастеры, давайте, карандаши. Сталкивалась с тем, что мне моя 6-летняя дочка задавала вопросы, на которые я не могла ей ответить, в том числе и о войне. И я каждый раз поражаюсь вот этой логике детской, которые на самом деле очень правильные вопросы задают, хотя они звучат очень наивно. Она меня спрашивала, например: «Мам, неужели этим злым людям просто не объяснили, что хорошие вещи делать приятнее, чем плохие? Почему они делают плохие вещи?» У вас были такие ситуации, когда ваш младший сын, может быть, особенно задавал вопросы, и вы не знали, что ответить вот сейчас о войне? Конечно. Когда закончится война? Он задает вопрос. И приехать, обязательно вернуться в Украину, домой, чтобы дом был целый, чтобы не упала туда бомба. Мама, он задает такие вопросы, которые: мама, наш дом будет целый, нам будет куда возвращаться? Я говорю, я не знаю. Вы честно отвечаете? Да. Я говорю, я не знаю. Будет ли мы там можем вернуться в Украину, а будет ли куда? Дом, квартира. Честно отвечаю. Говорю как со взрослым. Какие вещи для него критично важны? Критично присутствие мамы, чтобы она была рядом, чтобы мама была доступна, что в любой момент можно было подойти, задать какие-то свои вопросы, успокоиться, обнять, тактильный контакт. Все то же самое правило самолета. Сначала маску на себя, потом помогаем ребенку. Насколько возможно маме оставаться в спокойном состоянии. Я подумала, самое легкое что может помочь, это дыхательные практики. Дыхание всегда при нас. Это бесплатно, это можно делать где угодно, потому что терапевтическая помощь, это может быть какая-то администрация, финансы, очередь, время. Дыхание всегда при нас. И если ребенок постарше, то можно сказать: мама устала, давай сейчас часик отдохнем, дай, пожалуйста, отдохнуть. Потом я займусь тобою. Главное дать ясность ребенку. Ребенок, если помладше, 2 часа. 2 часа – это когда одна стрелка так, другая стрелка так. 2 часа мама придет к тебе, мы поделаем что-то вместе. Помогает, конечно, объединяться. Шелтеры – это где люди не одной семьей живут, несколько. Сейчас ты за моими детьми посмотришь, потом я за твоими. Давать друг другу возможность отдохнуть, восстановиться тоже. Но то самое правило, что сначала мама приводит себя в баланс, восстанавливается, отдыхает, насколько это все возможно. Тогда она может дать то же самое спокойствие ребенку, помочь, передать. Все видели страшные кадры, когда мамы, которые выбирались из Украины, писали на телах своих детей свои телефоны, там телефоны родственников, имя, год рождения, потому что, к сожалению, все рассматривали сценарий, что с мамой что-то случится, и ребенок останется один. Да, конечно, ребенку я писала бирку на одежде, практически на всем, в чем он был одет, от майки, трусов, заканчивая курткой. Не одна, а прям много на каждой одежде. Что на Вдруг них? Фамилия, имя, отчество, адрес, мой контактный телефон, полностью я, мои данные. А был страх, что что-то с тобой случится, а он останется один Конечно. во время этих бомбежек? Или... Конечно. Проводила с ним беседы, сыночек, что бы в жизни не случилось. Ты должен прожить жизнь достойно. Что ты ему еще говорила, расскажи. Говорила, что не нужно бояться, что мы по-любому пройдем этот путь. Господи, мы его прошли. Это сложно, конечно, скрывать эмоции, особенно перед ребенком. Но вы же знаете, как мать.
Мы такое не писали, потому что даже не думали о том, что мы не хотели. Мы с детьми, мы все вместе. Вы не допускали мысли, что с мамой может что-то случиться или с папой? Мы на это надеялись. Мы не хотели даже этого просто допускать. Поэтому это было страшно, конечно. Я видела эти фотографии, и было страшно. И у меня вот эти мысли были, если, не дай бог, с сыном что-то будет, может, я как-то помогу. А если со мной что-то будет, он не сможет уже, будет больше переживать, и вот это шоковое состояние будет еще ухудшаться. Вот именно из-за этого уже, честно говоря, хотела выехать. Потому что он тоже, если что, переживает сразу, и у него тоже все нарушается. Поэтому эти были мысли постоянно у меня. Ну, у вас очень тесная связь. Мне кажется, он вас так чувствует. Да. Да, если со мной что-то не так, он сразу Я вижу. теряется. Какой момент был, наверное, из всех вообще самый страшный? Самый страшный на границе расставания с мужем и с папой детей. И уезжать, естественно, далеко было страшно. Мне показалось, что вы с мужем как-то, видимо, не расставались никогда на долгие периоды, то, как вы о нем говорите. Никогда. А сколько вы уже женаты? Почти 17 лет. А когда ваш муж довез вас до границы, вы прощались, он, наверное, какие-то разные слова сказал старшему и младшему сыну на прощание? Берегите, слушайтесь маму. Потому что маме будет сейчас тяжело очень. Если ребенок о чем-то заботился дома, цветочек, рыбка в аквариуме, можно попробовать создать эту ситуацию здесь, чтобы он чувствовал себя как дома. Что очень помогает, мы, мамы, заботимся о ребенке, и ребенку тоже дать заботиться о чем-то, чтобы ребенок чувствовал себя нужным, чтобы его силы были тоже куда-то приложены. Да? И из этого тоже можно много почерпнуть информации. Ребенок может с котом разговаривать, с игрушкой, с кактусом на подоконнике. Часто бывает, что ребенок родителю не может рассказать про свои чувства, но с котом, с игрушкой он может про это поговорить. И послушать, что ребенок говорит этой игрушке, как он ее успокаивает. Например, спросить там Мишка на подоконнике, да, а как ты думаешь, как Мишка себя сейчас чувствует? Так, так и так. Окей. А чем ему можно помочь? И, скорее всего, это будет то самое, что ребенок хотел бы, как ему помогли. Есть дети, которым требуется какое-то время на восстановление, 1-2 недели. И обычно посттравматический синдром – это если какие-то навязчивые мысли и состояния держатся дольше, чем 2 месяца. Да, вот эти 2 месяца – это так и измеряется посттравматический стресс-синдром. У всех людей в жизни может происходить что-то страшное, ограбление, аварии. И если это, скажем, выветривается и за 2 месяца, да, это неприятно, но он как бы выветрилось, ушло, может быть, осталось что-то маленькое, тогда посттравматического синдрома нет. А если после 2 месяцев еще ребенок просыпается по ночам, спонтанно появился НРС, писается он начинает как-то непроизвольно телом дергаться, если он даже еще не сказал что-то, но вы замечаете, вот очень важно следить за тактильными проявлениями, вот подергивание, пугливый взгляд, озирание постоянно, это значит, что-то внутри происходит в системе человека. Да? И если после 2 месяцев это все еще осталось, тогда настоятельно, да, прошу к специалисту обратиться. То есть я как медик, что наблюдала с его стороны, это постоянно какие-то спазматические, рефлекторные вот, реакции тела, то судороги на ногах, на руках периодически, то какой-то сильный нервоз, вот, вспышки, просто ни из-за чего.
вот агрессия какая-то. Но сейчас вот за 2,5 месяца уже намного все лучше и все спокойнее. Время действительно лечит. Niet op de deurbol dragen zomaar. Ja? Nou ja, het zijn nog wat kleine. Ja, dankjewel. Fijn om dat te horen. Ja. Украинские дети себя ведут по-другому. Их тяжело организовать. Они очень шумные. Период адаптации, видно, что они проходят период адаптации. В адаптационные периоды дети ведут, как правило, себя не совсем нормально. Только вот это как ненормальность поведения, да, она проявляется по-разному у каждого. Кто-то может плакать без конца, беспричинно при малейшей какой-то там... это может быть любой повод. Любой повод может спровоцировать истерику. Они рассказывают о том, что видели? Нет. И мы не поднимаем целенаправленно тему войны, мы не поднимаем. Да, мы ее не избегаем. На какие-то вопросы мы тоже пытаемся мягко отвечать, но в то же время прямо она не поднимается. В нашем классе есть дети, которые работают с психологами. Местные психологи оказывают помощь. И я хочу сказать, что это видно по поведению. Поведение детей улучшается, и психологическое состояние тоже улучшается. Чем можно еще помочь детям, что я использую себя в практике? Попросить ребенка написать, нарисовать, в зависимости от возраста, от возможностей, свой страх. Мне очень нравится эта игрушка, потому что у нее есть молния, рот, да, то есть можно отдать, и эта лягушка, как мух, да, она съедает эти страхи. Это я уже убедилась в практике, что это очень-очень хорошо работает. Ребенок как бы вынимает этот страх из себя, и он отдает. Единственная, конечно, забота родителей вовремя убрать этот страх из лягушки, потому что наша цель, чтобы лягушка съела, чтобы его там не было, когда ребенок подойдет проверить рот, чтобы там пусто было. Он должен исчезнуть. Да, он обязательно должен исчезнуть. Она же съедает их. Да? То есть там должно быть пусто, страха больше нету. Да? То есть это очень-очень хорошо помогает. А дети как-то друг друга поддерживают в этих ситуациях? Они пытаются друг другу помочь, одноклассники, поддержать? У меня такое складывается впечатление, что пока что они друг другу помочь не могут. Каждый пытается поначалу найти свою комфортную зону комфорта, потому что если нет внутреннего резерва себе, то как он может помочь другому? Это для них сложно. Сложно переезд, смена места жительства, окружение поменялось. Это нагрузка на любого ребенка, это сложная нагрузка, с учетом того, что вот люди вот еще живут, они собраны в одном месте, в гостинице, например, да, это же не дом, это гостиница. Они даже после выходных они приходят другими. Неделя пребывания в школе приводит их в чувство, в более какие-то состояния организованности и спокойствия. Они даже с гостиницы, после того, как они пообщаются дома с родителями и слышат больше информации из дому, из Украины, они по-другому себя ведут. На данный момент, конечно, уже лучше, уже адаптировались немножко, начали выходить в школу, интересно, очень нравится в школе, потому что там творчество постоянно какое-то, лепят, рисуют, вырезают, какие-то эксперименты делают, каких-то роботов постоянно, вот даже сегодня делали. Очень интересно, им очень нравится. Очень много голландского языка, очень много. Им нравится уже, они считают, уже алфавит знают немножко. С бабушкой, когда разговаривали, говорили по-голландски там «доброе утро», «до свидания», там такое, говорили «какой день недели». Посчитали бабушки, это было бабушке интересно, говорит, вау, так вообще молодцы. Как у вас день проходит вообще вот в гостинице, где вы живете? Как будни мы, например, просыпаемся, приготовили все в школе, ланчбокс, отвели в школу. Можем с девочками по кофе выпить, уделить себе по 5-10 минут.
посидели, попили кофе, потом какими-то занимаемся делами, пытаемся там работу найти. Ну, я лично пытаюсь с мужем найти работу. Я уже даже нашла работу, но у меня там есть трудности насчет банковского аккаунта, так как мы, когда бежали, я свой паспорт загран забыла в Харькове, и на данный момент никто туда не может как бы попасть, там бомбят, и ключи мы оставили родителям на оккупированной, ключи передать тоже невозможно. Поэтому у меня вот такие сложности. Я бы уже хотела выйти на работу, потому что сидеть в гостинице – это очень тяжело. Ну вот я бы это и хотела спросить, чем вы занимаетесь? Это же очень сложно. Ничем, по Это сути. очень трудно, как себя Это занять. очень тяжело. Ну, спасает Netflix немножко. А так, в основном мы выходим, конечно, погулять, мы посмотреть там парки, уже тут в районе все разведали, парки, там детские площадки, куда сводить можно детей. Мы ездили в зоопарк с детками, в центр погулять. Так особо некуда. Я заметила даже хорошие вещи, например, сводить детей в зоопарк, поехать в соседний город, могут пугать таких детей, потому что они начинают создавать свой собственный мирок в шелтере. Теперь это моя кровать, мой стул, моя подушка, и мы куда-то идем. И у детей появляется в такой момент тревожность, а мы точно идем в зоопарк, а мы сюда вернемся, мы вернемся в мою комнату. Я бы посоветовала добровольцам, которые большие молодцы и хорошо помогают, перед тем, как деток хотя бы забирать куда-то для развлечения, еще раз объяснить, что мы идем в зоопарк, и в 6 часов ты вернешься в эту комнату, это твоя кровать, Мишка ждет тебя. Вот такое, да, то есть как бы базу еще раз им проговорить, что мы идем в зоопарк, и ты вернешься, это твоя база, мы не уходим навсегда, да? Потому что я, к сожалению, замечаю, что дети всякие развлечения воспринимают, а вдруг мы опять даже отсюда уйдем. Да, я начал только здесь создавать свой какой-то мирок новый, мой. Какие вопросы они задают вообще, Маша? Что случилось? Почему такое здание? Когда мы только приехали сюда, тут аэропорт недалеко, и все время летают самолеты. На данный момент они уже привыкли, но первоначально они очень пугались, они боялись, они спрашивали, если это военные самолеты. И они вот тут какой-то увидят самолет, о, это военный. Да нет, говорю, это ж не военный, это обычный, говорю, не пугайся. Ну, пока привыкли, на данный момент уже за 3 месяца практически то, что мы здесь находимся. Мы сюда приехали 29 марта именно в Амстердам. Они уже немножко привыкли. Что вы ей говорите? Что возвращаться некуда. Вот посмотри, давай я тебе открою, покажу. Вот не так давно над Киевом были ракеты, прилеты были очередные. Говорю, вот смотри, вот папа с балкона снимал, как пролетала над домом ракета. Ну куда я могу тебя повезти? У нас нет выбора, мы должны здесь остаться. Ну, она верит, она взрослая, она верит. Может быть, она не верит новостям, но когда папа присылает видео, все очевидно. Иногда даже не верится, что мы выехали оттуда, там, где очень страшно. И, скажем, может быть, даже так я оставалась до последнего внутри войны, пока я не поняла, что я очень маленькое звено там. И все, что я уже могла сделать, я уже, в принципе, сделала. Дальше я бесполезный игрок, вообще просто бесполезная единица. Я должна все-таки включить материнский инстинкт, взять ребенка, и чего бы мне это ни стоило, вывести его из этого ада. Здесь познакомились? Есть уже знакомые друзья, пока вы здесь живете? У Ванессы появились друзья? Он, да, такой общительный. Очень. Я вижу, очень я много, вижу. Уже очень много здесь друзей появились. Очень добрый. Да, вот постоянно вот сказали, вот даже в центре реабилитации, где там психологи, да, все сказали, что он как-то особенный. Все любили. Ну, если немножко еще и заниматься возможности будет со здоровьем, чтобы было, да, потому что уже начинает ухудшение. Я вижу, ну, уже и колени
плохо он не может выровнять. Надо заниматься, а то не знаю, как получится здесь. А, Ванесса, что ты про маму думаешь? Какая у тебя мама? Добрая? Где вы силы берете, Маша? Наверное, смотрю на своих детей и понимаю, что они заслуживают хорошего, счастливого будущего. Как бы там ни было, ну, нужно переступить через себя, через свои боли, какие-то обиды и идти дальше. И показать детям, что надо быть счастливыми. Они ни при чем, что все так получается. Дети заслуживают на счастье, на хорошую, полноценную жизнь. Ну, иногда так, скажем, простым языком накрывает. Очень тяжело. Просто хочется сидеть и плакать, и поплачешь, вроде бы чуть-чуть полегчает, легче станет, и опять заново борешься. На самом деле, то, как отразится увиденное на психике этих детей, наверное, не сможет спрогнозировать до конца ни один специалист. Для кого-то это останется в памяти ярким приключением из детства, а кто-то будет работать с этой травмой всю жизнь. Но я могу вам сказать одно. Когда мы вместе с детьми рисовали, ни один из них не изобразил взрыв, бомбу или военный самолет.